Шансы Трусовой на Олимпиаду тают, Туктамышева наступает. Менее 2 недель остается до старта чемпионата России по фигурному катанию, после которого Федерация фигурного катания России объявит имена 3 счастливых обладательниц билетов в Олимпийский Пекин. Еще в сентябре казалось, что состав женской команды на Игры 2022 – это пустая формальность, ибо Валиева, Щербакова и Трусова впереди планеты всей. Однако в ноябре с Александрой случилось то, чего и врагу не пожелаешь – травма ноги на пороге Олимпийских игр. Увы, но характер травмы русской ракеты в Хрустальном продолжают держать под грифом «совершенно секретно». Даже сегодня, когда в юбилейном полным ходом идет укладка льда под будущие баталии чемпионата России, мы не знаем о состоянии Трусовой ровным счетом ничего. За последний месяц в социальных сетях мы не сможем найти ни одного видео с прыжками Трусовой на тренировках в Хрустальном. А это очень тревожный знак. Возможно, Саша уже поправилась, дай бог, чтобы так и было, однако этого уже недостаточно, одного здоровья будет мало, чтобы выиграть чемпионат России. Александра должна быть не просто здорова, ей нужно показать в Санкт-Петербурге свою лучшую форму в жизни, ведь Олимпиада на кону. Напомним, что согласно общепринятым правилам, Федерация фигурного катания России должны делегировать от страны на международные старты 2 фигуристок, которые показали лучшие результаты на последнем чемпионате России, а это значит, что всем претенденткам на место в олимпийской сборной нужно занять в Санкт-Петербурге одно из первых 2 мест. Что касается 3-й фигуристки для сборной России, то тут перед Федерацией фигурного катания России огромное поле для творчества, так как четких критериев или ясной формулы на данный случай просто не предусмотрено. Для Трусовой данный фактор – огромный плюс, так как, будучи в разобранном после травмы состоянии, претендовать на первые 2 места в Санкт-Петербурге с Валиевой и Щербаковой ей будет почти нереально. А это значит, что единственный олимпийский шанс для Трусовой – это та самая загадочная 3-я квота, судьба которой будет разыграна за закрытыми дверями Федерации фигурного катания России. Дуэль Трусова-Туктамышева. Если называть вещи своими именами, то турнир в Санкт-Петербурге превращается для Трусовой в персональную дуэль с Елизаветой Туктамышевой, которая в этом сезоне показывает удивительную стабильность и качество катания. Однажды Федерация уже отцепила Туктамышеву от вояжа на чемпионат мира 2019, отдав предпочтение Медведевой. Формально Евгения победила Елизавету со счетом 19-7, в голосовании тренерского совета Федерации фигурного катания России, однако неприятный осадок от сомнительного решения Федерации тогда остался. Поверить в то, что Федерация повторит с Туктамышевой прием с демократичным голосованием, очень сложно. Тем более, что в 2018 году Медведева действительно была в прекрасной форме, чего не скажешь о функциональной форме Трусовой в 2021 году. Логично предположить, что именно Туктамышева отправится в феврале в Поднебесную, если через 2 недели победит Трусову на чемпионате России. По сути, Саша и Лиза на берегах Невы будут соревноваться исключительно между собой. Для обеих фигуристок будет неважно, какое место они займут в итоговом протоколе, 3-е, 5-е или 7-е. Главное условие одно – оказаться на строчку выше своей соперницы. Опыт побеждать русскую ракету у Лизы уже есть. На чемпионате мира в Стокгольме Лиза стала 2-й, а Саша – только 3-й. Более того, Туктамышева могла даже выиграть чемпионат мира, так бы и случилось, если бы Елизавета не допустила серию ужасно обидных ошибок во время произвольной программы. Олимпийский план для Трусовой от штаба Тутберидзе. Все поклонники фигурного катания помнят, при каких обстоятельствах состоялось громкое возвращение Трусовой из команды Плющенко в группу Этери Тутберидзе. В те дни за кулисами отечественной фигурки прямо говорили, что Трусова вернулась в Хрустальный только потому, что получила некие гарантии от Тутберидзе относительно своего участия в Олимпиаде. Данное предположение неоднократно, пусть и не прямо, подтверждала и Яна Рудковская, которой, разумеется, известны все нюансы возвращения Трусовой в Хрустальный.
Давайте запомним это интервью и посмотрим через 4 года, кто сможет поехать из нынешнего состава на Олимпиаду в 2026 году. Думаю, что только Трусова, и то если они выполнят перед ней все обещания, которые дали, чтобы она к ним вернулась, прямо сказала Рудковская в одном из последних интервью. Однако сегодня план Хрустального, относительно полета русской ракеты в Китай себя пока не оправдывает. Саша здорово выстрелила на контрольных прокатах в Челябинске, где впервые в карьере чисто исполнила свои знаменитые 5 четверных, однако дальше наступил спад, с тех пор Саша больше не смогла поднять в воздух свои знаменитые 5 квадов. Да, была победа на этапе Гран-при в Лас-Вегасе, но там Трусова прыгнула только 1 четверной, что по меркам сегодняшнего дня, вполне рядовое событие. После поездки в США Александра появилась также и на этапе Кубка России. Однако снялась с турнира уже после короткой программы, что со стороны выглядело не очень красиво. А далее случилась травма и снятие с японского этапа Гран-при. Если к этому добавить то, что Саша в этом сезоне так и не смогла покорить тройной аксель, то страшный сон болельщиков русской ракеты все больше начинает напоминать реальность, Саша может пролететь мимо Олимпиады. На сегодняшний день самые высокие шансы попасть на Олимпиаду у Анны Щербаковой и Камилы Валиевой. Анна должна отправиться на Игры 2022, как действующая чемпионка мира. Олимпиада без чемпионки планеты – это нонсенс. Тем более, что Щербакова выиграла уже 2 этапа мировой серии Гран-при, а ее соревновательный контент от турнира к турниру по ходу сезона становится сильнее. Что касается Валиевой, то 15-летняя дебютантка взрослых соревнований в текущем сезоне успела установить сразу несколько мировых рекордов и выиграть 2 этапа Гран-при. Сегодня Камила носит негласный статус главной надежды России на Олимпиаде в Пекине. Елизавета Туктамышева, которая является действующей вице-чемпионкой мира, в этом сезоне показывает ту самую стабильность, которой федерация может захотеть подстраховать олимпийскую сборную. И это большой плюс для Елизаветы. Валиевой сегодня всего 15 лет, как она сможет справиться с психологической нагрузкой на Олимпийских играх, остается большим вопросом. Рассчитывать только на Щербакову, которая подвержена травмам в самый неподходящий момент, это тоже авантюра. Так что Туктамышева нужна федерации и сборной России. Проиграть Олимпиаду России себе позволить не может. А потому шансы Елизаветы на попадание в основной состав очень высоки. Если говорить о Трусовой, то ее шансы находятся только в ее собственных руках. Помочь ей пробиться в сборную может только она сама и ее удача. Чемпионат России для Александры автоматически превращается в момент истины. Ее олимпийская судьба решится в северной столице. Однако если на берегах Невы Трусова таки прыгнет 5 квадов, то в феврале она будет в Пекине.